Луна – самый близкий космический сосед и единственный природный спутник Земли. Среднее расстояние до Луны – 384 тысячи километров. По диаметру она меньше Земли почти вчетверо. По массе – в 80 раз. Сила тяжести на Луне в 6 раз меньше, чем на Земле. Поэтому наш естественный спутник не может удерживать заметную атмосферу. Отсюда и огромные перепады температур в течение лунных суток. Люди с давних пор наблюдают Луну. Еще Галилей увидел на ее поверхности и зарисовал кратеры. Им присвоили имена ученых – Коперника, Архимеда, Пифагора. Темные пятна назвали морями – море дождей, море кризисов, море спокойствия. А в действительности моря – это низменности, покрытые застывшей лавой. Светлые участки – возвышенности. Это материки, усеянные кратерами. В морских районах кратеры встречаются гораздо реже. Документальные снимки запечатлели и совсем маленькие, и очень большие кратеры. До 230 километров в поперечнике, вот как этот, Клавий. Луна стала первым небесным телом, которого коснулся аппарат, созданный руками человека. Советские автоматические станции впервые в мире выполнили фотографии невидимого полушария Луны. Эта информация помогла ученым составить полную карту Луны. Кратерам на ее обратной стороне дали имена Менделеева и Эдисона, Гагарина и Жюль Верна. Одновременно был создан лунный глобус. Только теперь стало ясно. Луна почти сплошной материк. Морские равнины занимают лишь 16% всей поверхности. Лунный рельеф сформировался под влиянием внутренних и внешних сил. Вулканические кратеры, похожие на земные, редкое исключение. Но тектонических разломов и трещин на поверхности Луны обнаружено много. Перед вами уникальные кадры. Старые полуразрушенные кратеры, затопленные лавой. Форма молодых кратеров, как, например, Тихо, позволяет предположить, что они возникли из-за мощных взрывов метеоритов, упавших на Луну. Подобные кольцевые структуры имеются и на Земле. Так выглядит Аризонский метеоритный кратер. Ему около 5000 лет. Большинство лунных кратеров, полагают ученые, образовалось приблизительно 4 миллиарда лет назад. В то время молодые небесные тела подвергались интенсивной бомбардировке метеоритами. Часто она сопровождалась прорывами лавы. Выдающиеся достижения отечественной ракетно-космической техники дали возможность передать на Землю первые панорамы лунной поверхности. Это выполнила станция Луна-9. Лунный грунт, получивший название реголит, сильно переработан в результате метеоритных воздействий. Слой этого серого мелкозернистого материала толщиной до 10 метров покрывает всю Луну. Важный этап в ее освоении начался в конце
60-х годов. Тогда на целинных просторах нашего спутника появились передвижные лаборатории, луноходы. С их помощью было осуществлено комплексное исследование Луны, в том числе рельефа, грунта, магнитного поля. Проводились астрофизические наблюдения. Ученые различных специальностей получили богатейший научный материал. На Луне побывали американские астронавты. Первым из них был Нейл Армстронг. Пилотируемые корабли «Аполлон» доставили сюда различные приборы, оборудование, а с собой увезли лунный грунт. Такие следы астронавта и лунохода — свидетельство рыхлости, малой плотности реголита. Он обладает высокой пористостью и поэтому незначительной теплопроводностью. Уже на глубине около метра суточные колебания температуры практически сглаживаются. Советские автоматические аппараты стали космическими геологами. Ученые с помощью самой совершенной техники провели тонкие, разносторонние исследования реголита, взятого с лунного материка, из моря изобилия и моря кризисов. Выяснилось, что частицы лунного грунта не превышают, как правило, 1 мм. Микросъемка этих частиц с увеличением в 1000 раз позволяет рассмотреть разрушительные последствия метеоритной и тепловой эрозии. Анализируя химический состав реголита, ученые установили, что в нем преобладают оксиды кремния, алюминия, железа. Лунные моря и кору на дне земных океанов образуют одни и те же породы – базальты. Материковые породы отличаются от морских повышенным содержанием анортозита. Этот и целый ряд других минералов, найденных на Луне, известны и на Земле. К ним относятся пироксен, плагиоклаз, ильменит. Физико-механические свойства лунного грунта и его химический состав отражают эволюцию планет Солнечной системы. Исследование лунных пород радиационным методом определило, что возраст материков равен примерно 4 миллиардам лет. Моря в среднем на 1 миллиард лет моложе. Чуткие сейсмометры отметили немало слабых лунотрясений. Регистрация падений метеоритов и результаты сейсмического зондирования помогли разработать модель внутреннего строения Луны. Кора на ее видимом полушарии имеет толщину 60 километров, а на обратной стороне 100. Ниже, на глубину около 1000 километров, простирается мантия. В центре полурасплавленное ядро, температура которого достигает 1500 градусов. Как же возникла Луна? Есть немало предположений. Например, гипотеза захвата ее Землей. Но многие ученые склонны думать, что Луна и Земля формировались в едином процессе из общего газопылевого облака. Луна, этот редкостный геологический музей, позволяет человеку глубже раскрыть историю образования и развития его родной планеты Земли и Солнечной системы в целом.